Всем привет! Сегодня я хочу показать вам, что из себя представляет деревня Маска. Проведу экскурсию и покажу вам, что здесь нужно посмотреть. Деревня Маска расположена в западной части острова в горах древнего массива Тено. Это одно из самых притягательных мест для посещения на Тенерифе. Не все решаются поехать туда из-за горного серпантина. Если у вас самостоятельное вождение вызывает страх, то не расстраивайтесь, всегда можно воспользоваться общественным транспортом или присоединиться к организованной экскурсии. Это горное пространство является сельским парком Тено. Тено – один из старейших районов Тенерифе. Что же привлекает путешественников в деревне Маска и стоит ли сюда ехать, преодолевая самую сложную дорогу острова? Попробуем разобраться. Такая маленькая деревня Маска, но она еще делится на 5 небольших районов. Если вы приехали на машине и вся парковка занята, наберитесь терпения и подождите. В Маске люди долго не задерживаются. При входе в деревню установлен бюст бывшего мэра. Благодаря ему в Маску провели электричество. Он сделал много хорошего во время своей службы. Заметьте, как блестит его нос. Туристы трут его на счастье. А это главная площадь. Тут растет величественный лавр, который пережил не одно поколение. Рядом находится небольшая католическая часовня. Церковь была построена в 17 веке и является старейшим зданием в Маске. Постоянно проживающих жителей тут не более 100. Живут они в живописной долине, окруженной горами. Точнее сказать, Маска расположена в ущелье, которое является одним из самых глубоких на Тенерифе. Позднее на площади появились женщины с товарами ручной работы и местного производства. Ну а мы продолжаем исследовать Маску, заглядывая в каждый уголок деревушки. Это кафе мне понравилось тем, что оно укутано зеленью. Здесь можно отдохнуть и выпить чашечку кофе. Впервые поселение здесь основали еще первые жители острова Гуанчи. Жили они тогда в пещерах. Некоторые тропы, проделанные гуанчами, до сих пор используются канарцами. Теперь пойдемте покажу вам самое популярное место в Маске. Здесь, на вершине скалы, находится ресторан «Ла Фуэнте». Ла Фуэнте расположен в наиболее выгодном месте с точки зрения панорамы на ущелье, где открывается самый впечатляющий вид. Средняя цена в ресторане на человека 20 евро, но будьте готовы дополнительно оплатить за сервисное обслуживание. Такой сбор – редкий случай на острове. Некоторые местные кафе Ла Фуэнте в том числе предлагают свой фирменный лимонад и мороженое из кактуса Апунце. Попробуйте, возможно, вас это впечатлит. Если честно, меня не очень.
А еще здесь можно купить сувениры, бижутерию, соусы, варенье и мед местного производителя. Надо сказать, Маска – очаровательное место. Деревня сохранила свою аутентичность. Здесь на высоте около 600 метров над уровнем моря великолепная красота. Это горное образование называется скала Таручо. Если вообразить, то можно представить, как горный царь Таручо охраняет ущелье. Отсюда начинается пешая тропа к пляжу. Чтобы пройти этот путь, нужна резервация. В описании под видео я ставлю ссылку на сайт. Время пути для спуска составит 3 часа, а сам маршрут длиною в 5 километров и достаточно сложный. Нужна физическая подготовка. С деревней Маска связана легенда о пиратах, согласно которой в XVI веке здесь укрывались морские разбойники и прятали свои сокровища в пещерах. Местные жители говорят, что сокровища пиратов до сих пор лежат спрятанные в стенах ущелья. Такая легенда о пиратах придает Маске ореол таинственности и романтики. Здесь на смотровой площадке полюбуемся на гору Катано. Этот внушительный пик разрезает ущелье. Этот ресторан я посетила и с уверенностью могу его рекомендовать. У них там очень душевно. На этом я завершаю прогулку в Маске, но это еще не все. Если немного подняться от деревни в сторону севера, то советую остановиться на площадке Мирадор Ла Крус де Ильда. Здесь шикарный вид и кафе. Далее по тому же направлению стоит остановиться еще на одной смотровой площадке, чтобы увидеть удивительную гору Ла Саора. Гора впечатляет своим внешним видом, напоминающим форму разрезанного пирога. Такой внешний вид Ла Саоры объясняется тем, что, во-первых, это следствие вулканической активности, эрозии и оползней, а также деятельность человека. Канарцы добывали из горы туф и использовали его в строительстве. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч!